Приветствую всех на канале. Вот такой автомобиль к нам в работу попал. Это гибридный Range Rover. Привезли его к нам на эвакуаторе. Автомобиль сам не едет. И вроде как разряжается 12-вольтовая батарея. Будем диагностировать и разбираться. Как казалось, автомобиль запускается, но едет, пока заряжен 12-вольтовый аккумулятор, 12-вольтовая батарея. Поэтому сейчас загоним ее и будем диагностировать. На автомобиле пробег 207 252 километра. И на приборке не светится никаких предупреждений. Но если машину нам привезли на эвакуаторе, значит какая-то проблема все-таки есть. Сделали диагностику, и у нас появилась ошибка по батарее. И на приборке высветилась вот такая ошибка. Мы ее сфотографировали. Автомобиль у нас сейчас стоит на подъемнике. И это говорит о том, что необходимо лезть в батарейку. Сняли батарейку. Вот так выглядит батарейка. Она с жидкостным охлаждением. Вот есть подвод антифриза. И она состоит из 6 модулей. Здесь идут BMB-шки. БМС установлена здесь в блоке контакторов. И проблема здесь и с BMB-шкой бывает. И проблема потом с тем, что нужно будет перепрошить БМС. Сейчас проверим, есть ли здесь дефект на этих BMB-шках. И видно, что батарея уже разбиралась, потому что здесь они подписаны 1, 2, 3, 4, 5, 6. И когда начали проверять, вот этот винт не был закручен. Вернее, не проверять, когда начали снимать BMB-шку. А ну, остальные что у нас тут? Остальные все. А вот это закручено. Ладно, будем откручивать, и будет более понятно. Но факт остается фактом, что один винтик уже не закручен. Да, видно, что здесь уже лазили, потому что это не заводские подписи. 3571, 3570. То есть здесь уже какая-то проблема была, и ее уже что-то с ней делали. Не знаю, проблема ушла или не ушла, но нам информацию никакую не передали. В общем, плата эта ремонтировалась, и видно, что сверху эластичного такого желеобразного лака был налит твердый лак, и который очень легко сходит с нее. То есть эти BMB-шки ремонтировались, и проблема, скорее всего, была не в том, что некачественно отремонтирован, а в том, что либо не был затянут, либо отпустился один из винтов, который идет на балансирные, на BMB-шки. В общем, в любом случае мы снимем остальные, проверим и там все. И тогда уже, если там все нормально, то поставим все на место и подкинем на автомобиль, будем проверять. Потому как, скорее всего, проблема была просто с отпущенным вот этим винтом. При проверке платы так и подтвердилось, что все исправно. И, скорее всего, проблема только у нас в открученном контакте. Поэтому сейчас все BMB-шки обратно установим на батарею и подкинем на автомобиль. Будем проверять, появится ли ошибка. Потому что у нас, когда я запустил автомобиль и загонял в бокс, у нас этой ошибки не было. Через какое-то время она постояла в боксе, и ошибка появилась. И это очень похоже, что у нас просто не было контакта на выводе на балансирный, на BMB-шку. Так, батарея установлена, правда еще не полностью закручена, но подкинули на автомобиль. И сейчас сделаем диагностику, если все нормально, тогда уже будем ее окончательно собирать и окончательно устанавливать. Так, у нас есть ошибка в блоке ABS, модуль преобразования инвертора электроэнергии, модуль управления системой обогрева и вентиляции и блок управления задней развлекательной системой. Машина не хочет, чтобы сзади кто-то развлекался. Так, что у нас там по отчету? Пробег на автомобиле, еще раз повторю, 207 252 километра. И ошибки. Так, ошибка по связи в АБС, высокоскоростная коммутационная шинокан. Потом по в модуле преобразования инвертора электроэнергии, электродвигатель привода, блок управления.
вентилятор, датчики температуры в салоне, датчик запотевания ветрового стекла и ошибки по заднему правому дисплею и видеовход G. Осталось только вопрос основной по электродвигателю. Но сейчас проблем с батареей пока что нет. Автомобиль работает на гибридке, но ошибка в блоке по инвертору так и есть. При этом мы владельцу позвонили, владелец сказал, что это его абсолютно не беспокоит. И главное, чтобы машина работала на гибридке и работала 12-вольтовая батарея. Поэтому, если владелец хочет ее забрать в таком состоянии, значит, будем отдавать ему в таком состоянии. Мы сейчас еще раз ему сообщим, что автомобиль работает на гибридке. Сейчас у нас запустился дизельный двигатель. Батарея заряжается. Поверните направо. Поверните направо. Она ведет нам прямо в бокс. Немножко покатались, дефект у нас не выявился. В общем, теперь можно будет все ставить на место и тогда еще раз кататься. Вот она опять перешла в EV мод, находится в режиме EV, но при этом двигатель заглох. Если включить передачу, то мы едем на электроприводе. По сути, это был не ремонт даже, а по сути устранение дефекта. Но, правда, нужно отдать должное, что автомобиль проездил почти 2 года, потому что, как сказал владелец, 2 года назад ему это уже восстанавливали. Это мы уже после того, как мы узнали, когда спросили, что уже делать с автомобилем. Вот такая вот ситуация произошла с автомобилем. И вроде был ремонт, но и ремонта не было. Очередной день теста. Владелец автомобиля не оставил номеров. Якобы взяли что-то переоформлять или еще что-то. Не знаю. Мы не спросили, и он не сказал. Машину нам привезли на эвакуаторе. Хозяин автомобиля при этом не присутствовал. Поэтому выехать на дороге общего пользования мы не можем. Но тестируем здесь по переулку. Ну, по крайней мере, по переулку у нас все работает. Владелец жаловался, что проблема с батареей. Мы с батареей проблему устранили. Все остальное он сказал, что его не беспокоит. Ошибок на приборке нету. Автомобиль сейчас у нас едет в EV моде. Батарея у нас полностью заряженная и едет на электрооттяге. Владелец говорил, что автомобиль у него не работал в EV моде. Поэтому, насколько это возможно было протестировать, мы протестировали. Ну, клиенту мы так и сообщим, что в связи с тем, что мы не могли выехать на дороге общего пользования, поэтому достаточно километров проехать не смогли. В общем, в таком состоянии будем автомобиль отдавать, по крайней мере, если не будет дополнительных каких-то вводных. Ну и по сути, этот ремонт завершен. Если кому-то нравится такой контент, то подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Обязательно пишите свои комментарии. И до скорых встреч. Всем пока!